У нас, я считаю, не какие-то сложные решения. Не бином Ньютона. Андрей составил шикарное задание на проектирование. Дом с плоской крышей, здесь его ремонтируют каждый год. Я рисую просто схему. Как мы его декорируем, это дело техники. Думаю, необходим выезд на участок, чтобы посмотреть видовые точки. Ну, выехать, конечно, надо. Клинкер-Рус. Красота, качество, клинкер. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш бесконечный сериал «Клиника. Доктор Хаус». Сериал, где мы приглашаем наших партнеров, и они рассказывают о себе, о своих продуктах, как они работают. И у нас часто получается коллаборация, мы вместе работаем. Со мной сегодня Андрей Лобовкин, компания «Клинкер-Рус». Привет, Андрей. Да, Олег, добрый день. Друзья, давайте я расскажу в двух словах, что меня побудило сегодня обратиться к Олегу. Значит, у нас, как вы уже знаете из предыдущего выпуска, есть проект, по которому мы, точнее, есть задача, по которой мы с нуля построим дом и вам это пошагово покажем. Первая часть любого строительства, так скажем, фундамент, да, начало, является проектное решение. Проектом мы начали заниматься несколько месяцев, и, к сожалению, за все это время он не продвинулся никуда. Подвел архитектор, который этим занимался. И здесь я хотел бы акцентировать ваше внимание, что при том, когда вы рассчитываете время на стройку, вам очень важно, чтобы каждый цикл вписывался в свое время, отведенное ему, иначе у вас этот проект может куда-то уезжать. Ну, к примеру, если мы проект делаем в зимнее время, условно, весной заливаем фундамент, летом поднимаем дом, к осени закрываем этот дом крышей и в зиму уходим уже с отделочными работами, и дом у нас подведен, в доме подведено тепло, и работы могут продолжаться дальше. Таким образом, вот за первый год, скажем, можно при идеальных условиях построить дом. И он будет с отделкой. Здесь у нас этот срок, к сожалению, сдвинут оказался, потому что еще осенью мы обратились в компанию, попросили сделать проектные работы, компания заинтересовалась. Я не знаю, есть ли смысл говорить компанию это или нет. Но, тем не менее, мы сегодня покажем работу, если это можно назвать работой данной компании. И с учетом того, что сегодня 29 марта, и, собственно, время было бы уже думать о начале строительства, то мы подошли к этому циклу с полным нулем. Вот. Поэтому я обратился к Олегу, зная, что у него есть многолетний опыт, колоссальный опыт, есть сплоченная команда. И, в общем-то, у нас, я считаю, не какие-то сложные решения. Не бином Ньютона. Да, вот, которые нужно там рисовать годами, что-то выдумывать. Вот, собственно, поэтому мы здесь, вот, и я не то что надеюсь, а уверен, что у нас все быстро пойдет вперед, вот, и мы наконец-таки пройдем этот этап и уже приступим, с учетом того, что скоро включается солнышко и уже начинается стройка, мы скоро пройдем этот этап и уже начнем заниматься фундаментными работами. Собственно, Андрей поступил совершенно правильно. В пятницу он мне позвонил. Я попросил ему прислать материалы на почту, и вот сегодня у нас что, вторник, мы уже встретились и работаем. Давайте, вот совершенно интересный участок. Опять же, Андрей прислал, вот после него геоподоснова, видео сделал, точка геопозиции, то есть все ясно и понятно с этим участком. То есть уже, в принципе, он уже здесь, и мы вместе можем все это рисовать. Вот здесь перепад, участок, сейчас это 30 соток, да? Да, общая площадь участка около 32 соток, чуть поменьше. Значит, здесь с этой стороны до этой есть перепад, здесь вот отметка 181,7, Да. здесь самая нижняя точка 179, то есть порядка... И тут уже поставили такой вот дом красавец такой же поставили. Это соседский дом, Уже да. такой монстроидальный поставили дом. Да.
Вот, и, значит, Здесь, значит, по плану получается так. Сам поселок, он расположен около водохранилища. То есть это большая вода в доступности. видовые точки, есть видовые точки? Видовые точки, вот я думаю, что если дом будет расположен вот в этой части, в самой высокой, то со второго этажа может быть видовая точка, то есть вот крыша есть, соседского дома, да, она Если получается... так, и вот так вот ее снести крышу, да, Ну, я думаю, что какая-то видовая точка может понятно. быть. То есть это- И что планируется? Я тогда в двух словах расскажу, почему именно здесь планировалось дом в этом месте. Значит, здесь проходит улица, улица Поселковая. Вообще поселок небольшой, там всего порядка 60 домовладений. Здесь проходит местная улица, и для того, ну, а участок, соответственно, у нас большей стороной уходит вглубь. Поэтому я подумал, что, наверное, правильно было бы по максимуму домом отделить вот это пространство, закрыть от улицы. Ну, все правильно, Вот. да. И, ну, потому что жизнь на участке происходит, да, здесь лесочек. Вот, лесочек... Береза, да. Частично я его по осени проредил, этот березовый участок. Ну, смотри, там, что с этими березами делать, их или просто вот снести и просто убрать. Да, это будет колоссальная проблема, эти березы, потому что они растут как очень быстро и тонны листвы. Вариант второй все-таки сейчас их кронировать, чтобы это вот не было вот этих вот Но они уже взрослые. безумных... Это уже поздно. Ну вот их или кронировать, вот просто им придать форму, чтобы это все-таки это было... Как чтобы они... карликовые березы. Нет, они не карликовые, ну просто набери в Яндексе там кронирование берез. Вот, потому что вот эти вот, у меня там на участке береза, это вот я вот одна упала, это вот такой вот, представляешь, там, упадет тебе на дом или куда-то еще. Там, или снег башка, как в этом фильме. Просто вот эти ветки, это очень ломкое дерево. То есть рано или То поздно есть это всё равно произойдет. березы, они прекрасны в лесу. Вот. А вот это вот все-таки, ты посмотри, там, что можно заменить, что-то оставить для красоты. Вот. Ну, потому что вот это обилие берез, это будет безумие, это тонны листьев. Вот. Ну, какой-то, и потом вот это вот, ну, я не знаю, там есть аллергия или нет. У меня есть, да, ну все, аллергия кирдык на тебе, березу. все, кирдык тебе все, значит. Мало того, что снег башка, так еще, то здесь вот это вот слезы, это вот будет, Да. то есть здесь надо об этом думать. То есть, потому что зелень это прекрасно, но чтобы она шла у нас все-таки. Ну, в конце концов, можно какие-то хвойные потом посадить. Ну, хвойники тоже, чтобы не было похоже на там это. Ну, вот тут однозначно, потому что вот этот дом, мамы, кстати, вот этот вот перепад, вот то, что мы сейчас с Софьей делали, да, вот, давайте все-таки, вот, как этот, ну, здесь дом, конечно, посажен с точностью да наоборот, если честно. Кстати, по сторонам света сразу. Ну, север-вот, Да, всё. да, север-вот. Север вот. И на север основной объем дома выходит. А южная сторона, естественно, гараж. Но это просто один к одному то, что в Григорчиково. Где все гаражи на солнечную южную сторону. Все. Вот. И вот. Ну вот сейчас я сейчас покажу вам это. Какой. Берем объем дома, то, что вот нарисовал коллега. И, кстати, очень важный момент. Я никоим образом не привязываюсь. Вот давайте, друзья, я расскажу, Нет, как... это опять же школа молодого бойца. Да. Просто когда вы рисуете дом на участке, включайте мозг иногда. Там, я просто обращаюсь ну, это не коллеги архитекторы, Да. это вот, как я называл их раньше, сейчас я называю их мягче, рукопопые. Да? Вот просто включайте иногда мозг, думайте. Вот как это должно быть, понимаете? Ну вот тоже вот не надо издеваться над заказчиками. То есть вот у нас север, вот и здесь объем дома посажен здесь. На юг вот у нас, значит, понятно, гараж, чтобы там была хорошая инсоляция для машин, чтобы они там вот микробов там не было, там, чтобы они.
То есть вот это вот все хозяйство, это вот, это вот. Друзья, это мы сейчас обсуждаем то, что мне было прислано за полгода, единственное. Ну вот Картинки. просто и на самом, значит, шикарном месте, на самой высокой точке посажена самая это вот, важная вещь в доме – это гараж. То есть вот, и вот, собственно, вот, по сути дела, вот участок, да, ну, понятно, где-то, наверное, между этими елками, а нет, это сосны. Это маленькие сосны, маленькие сосны сосенки, вот которые, перед может участком. быть, они будут, это уже посаженные этими, Да, ну, это прекрасно. земли То есть общих они территорий. будут, все это красиво будет. И вот самая высокая точка, и ниже, и в самой нижней точке посажен главный объем дома. Вот. И вот тут вот он, мало того, что это север, это еще здесь вот у нас посажен дом, ну, громадный дом, по сути дела, ну, большого объема, с высокой крышей, и о любой точке можно забыть. То есть, в принципе, по-хорошему, вот если уж это все рисовать, ну, можно это все рассмотреть. В принципе, здесь все логично. Да? Две машины въехали, вошли, разделись, или вошли здесь, разделись. Котельная, ну, опять же, вот этот бред, когда там, чтобы зайти, посмотреть, что там с котлами, это нужно одеть зимой ватник и обойти там по снегу, хрустя снегом, зайти вот с улицы вот сюда. То есть, ну, всегда это нужно делать, по крайней мере, чтобы это вот через дом пройти. А вот это вот раз в год заходит этот сантехник, он может спокойно пройти здесь, в присутствии заказчиков. Конечно. Там, или вы, если дом для постоянного проживания, всегда кто-то в доме есть. То есть это можно пропустить так. А это вот в том случае, если вот уехали, что там случилось, и там вы зайдите, что там происходит с домом. Хотя так, здесь постирочная тоже. Вот мы приехали, вот, вытащили продукты из машины, из багажника и пошли, значит, через мастерскую, а это мастерская, спускаемся по лестнице вниз полмарша, идем по, ну это по сути дела коридор, да, но это скрытый коридор, и вот, ну, вот этот длинный путь на кухню, вот это вот, понимаете, вот это все вот, это вот мясо капает, все это как положено. Один санузел комфортный, второй санузел темный. То есть, ну, надо всегда в новом доме, чтобы все-таки все помещения были с окнами. Вот. Вот это вот, ну, здесь, в принципе, хорошо. И гардеробная раз, гардеробная здесь два, это мастерская. Ну, вот как-то так. Так, спальный этаж у нас сейчас тоже, вот, в принципе, все неплохо. Вот. Ну, вот опять же, вот это спальня родителей, через буферную зону, это тоже мы так делаем часто. Здесь все более-менее нормально. Но вот единственное, что вот детские спальни, две, они разновеликие. Это, во-первых. И, во-вторых, Да. здесь две спальни, они на абсолютно не солнечную сторону. Ну вот повернуты. это понятно, да, вот просто здесь. Ну, в принципе, здесь вечернее солнце есть. Вечернее солнце есть, там есть вечернее солнце. Ну, чуть-чуть оно заглянет в угол. Да, вот это, вот оно будет вот так вот, ну что-то там как-то. Но опять же, мы всегда стараемся детям делать одинаковые спальни, Ну, потому да. что вот это вот у брата спальня 26 метров, у сестры 19. Да. И начинается вот это вот. Вы меня не любите, да? Это конфликт, ну просто. Ну, вот Не, так, ну, так. конечно. Я, например, сразу об этом сказал, что почему Вот. ты И рисуешь здесь вот, в принципе, спальню. вот, ну, в принципе, санузел все нормально здесь. Вот. И здесь с полмарша, поднимаемся еще на полмарша, да, и попадаем на Эксплуатируемая крыша. эксплуатируемую крышу. Ну вот, понимаете, вот эта крыша, ну, специально для уборки снега на протяжении там 8 месяцев будете ходить и убирать снег. Вот, то есть 2 или 3 месяца будете пользоваться летом, при том, что у вас 32 сотки. Ну нахрена вот это вот просто это никому нафиг, приезжать, это с таким же успехом можно выйти в городе на балкон там и посидеть. Ну вот, я понимаю, там, если бы это было действительно
Сейчас мы делаем эти дома в Сочи, где участки стоят, там, их мало, и они стоят дорого, 4, 3, 5 соток. И там действительно, вот там, и там этот безумный рельеф, и действительно мы это все используем, вот эти, все эти площадки, потому что вот действительно с этой площадки, может быть, будет видно море. Да. Вот, сделать это летняя, вечерняя посадка, это все вот, проветривается, это красиво. Здесь вот в средней полосе, но это вот, дорогие друзья, там есть поклонники плоских крыш, ну вот, дом с плоской крышей, здесь его ремонтируют каждый год. Каждый год. Ну вот просто вот это должно быть или сделано безумно хорошо, там, или очень хорошо, там, вот тут немножко все на чуть-чуть. И все это будет у вас геморрой на всю жизнь, на всю жизнь. Да. Будете вы ремонтировать. Причем здесь я бы хотел отметить, друзья, как вообще к этой идее вот такой конфигурации дома я пришел. Сейчас я объясню, как у нас это получилось. Значит, архитектор говорит, что вот ваш участок, вот сюда идет наклон. Вот, значит, дом, если предположить, что общая протяженность дома будет порядка там, 25, скажем, метров, как он нарисовал, вот, то, соответственно, разница между этой точкой и этой точкой примерно 1,5 метра. Ну, около 2 метров. Там, Да, около 2 метров. Значит, он говорит, что это все легко обыгрывается. Ну, я говорю, как сделать-то? То есть моя изначальная, одна из идей была там, ну, самая такая колхозная, снять грунт, или наоборот, там, подсыпать грунт, ну, в общем, что-то сделать с грунтом. Он говорит, да нет, ну, ведь заслуга архитектора, она именно в том и состоит, чтобы участок, вернее, дом на участок вписать, чтобы он гармонично смотрелся. Я говорю, вот, слушай, золотые слова, что предлагаешь? Он говорит, ну, есть отличное решение вашего вопроса. Значит, сделать дом двухуровневый. То есть, если у нас идет скос в эту сторону, то, условно говоря, мы делим этот дом и делаем его вот таким. Не, ну здесь логика понятна. Вот она хороша, эта логика, понимаешь? Но вот все-таки твоя идея изначальная, все-таки архитектор должен слушать иногда заказчики говорят очень умные, правильные вещи. То, что они там ходили, они смотрели. Вот просто вот вся фишка в том, что ну вот, да, это вот по уклону, это все красиво, мы так делаем. Но когда этот уклон в ту сторону, а не в сторону соседа. Ну да. То есть вот сейчас то, что ты говоришь, вот сейчас вот, ну вот твой участок, да, вот с таким этим самым, да, вот Да. эти 1,5-2 метра. Вот у тебя этот забор, и тут вот этот дом-монстр уже вырос, да? Да. Вот. И здесь надо именно сделать то, что вот мы сделали в Григорчиково. То есть мы сделали вот так вот подпорную стенку, вот, и мы в том случае просто, ну там еще сильнее уклон. То есть мы все-таки, мы выровняли, выровняли грунт, да, вот, и даже вот в эту... И мы уже выше дома, мы уже не будем смотреть там в первый этаж. Может быть, действительно мы выйдем на второй этаж. На уровень, чтобы над его крышей, возможно, То есть его, отступив там эти положенные 3 метра, но опять же здесь у нас этот самый, даже вот не меняя, вот у нас вот въехала машина здесь, на север, да, вот она, мы же не будем еще дорогу поднимать. Конечно. Да? То есть мы въезжаем, вот у нас машина 1, машина 2, вот здесь вот делаем буферную зону, как у него это было сделано. Здесь вот и сам дом уже по центру участка, может быть, посадить или немножко сбить его в эту сторону. Вот. И здесь вот буферная зона между гаражом. Это, ну, сейчас, наверное, вот так я нарисую. Ты, Гальку, дай сейчас. Все-таки правильнее, наверное, идти по такой схеме. Это вот, ну, вот забор, гараж с уровня, вот они въехали, да, вот. Ну вот 5 метров мы отступили, у вас там какие нормы там, да, вот. Ну, как у всех, 5 да, метров. ну, 5 метров. Вот мы въехали, да. Вот здесь будет калитка.
Вот это вот буферная зона. Хотя можно и приклеить, но можно в целях экономии просто даже вот приклеить без буферной зоны, чтобы вот вошел-вышел, да. Так, 7,2 обычно мы в осях делаем на 7,2, две машины. Вот. И здесь, наверное, все-таки приклеить ее надо будет вот так, без этого самого. Здесь будет лестница, вот так, на север тоже. Поднимаемся полмарша, заходим, сразу же закидываем продукты на кухню. Здесь кухня. Вот. И здесь у нас сейчас вот так вот. И посмотрим уже мы с Софьей, там, как это сделать, вход. Главное все-таки здесь. И у нас две спальни, там, если так, да. Вот. И здесь кухня, столовая, так, и гостиная. То есть вот такой вот блок. Раз, два, три. Учитывая то, что у нас там все-таки 3 спальни и спальня родителей. То есть вот такая вот схема обычная, которую мы рисуем постоянно. То есть вот и мы сразу же развели гараж и основной объем дома. И он все-таки, мы сажаем его, сейчас давай посмотрим на участке. Сейчас это уже более-менее в масштабе. Вот, и вот, в принципе, что у нас... Я, кстати, еще хотел, Олег, одну мысль сказать, да. чтобы и все понимали, и, может быть, и вы в какой-то другой концепции это смотрели. Вот смотрите, я просто расскажу, чем это все закончилось, мои с ним переговоры. Значит, изначально по предложенной концепции дом был вот такой, то есть фактически 2 дома, соединенные между собой, здесь 1,5 метра подъем. Вот. Затем, значит, предложено было им сделать одноэтажную постройку, здесь гаражи. Вот, причем гараж в максимальной конфигурации я бы видел с одними большими воротами на 2 машины и еще некое помещение с въездом на 1 машину, ширина ворот где-то 3 метра, для того, чтобы использовать его, во-первых, как мастерскую, можно было что-то прикрутить, там, открутить, и для того, чтобы можно было здесь в дальнейшем хранить какую-то мелкую технику, велосипеды, там, допустим, гидроцикл какой-то, с учетом того, что вода есть, он в любом случае будет, на зимний период его нужно убирать. Для этого нужно место. Вот. И когда вот выросла у нас такая постройка, здесь 1 этаж и здесь 2 этажа, вот, то, соответственно, следующим этапом возник вопрос, если уже есть, откуда пришла вообще эта эксплуатируемая крыша, да? то, что она есть. Уже если она есть, она то есть, начали думать, а что она будет простаивать, эта крыша. Значит, здесь опять же сложности возникли. Почему? Потому что если здесь рассматривать стандартную высоту потолков, там 3 метра или 3 с чем-то даже, то это не проходило. То есть, чтобы попасть на эту крышу, соответственно, нужен какой-то еще вот в этом расстоянии, хотя бы 2,2 там метра. И, соответственно, здесь высота потолков поднималась. Вот, поэтому, но я на сегодняшний день, например, понимаю, что в таком виде эксплуатируемая крыша, как правильно сказал Олег, она, скорее всего, не нужна, потому что, во-первых, это уборка снега, да. И, во-вторых, там нельзя ее сделать полноценную. То есть я, например, был где-то за границей, где высокое здание, а на крыше бассейн. Вот это, конечно, клево выглядит. Это шикарно, да. Если это так, то да. Да, но если этого нет, когда из-за того, что у тебя 32 сотки, да. И зачем тебе там делать? Где-то можно еще. Да. Вот, поэтому я как вариант предлагаю вообще отказаться от этой концепции, вот, потому что, таких вот плюсов, чтобы там я загорелся и сказал, то есть архитектор, еще раз поясню, он сказал, что это единственный возможный вариант на этом участке при условии этого ландшафта. Вот, как мне кажется, в принципе, что эта идея там, она может быть, просто опять же с точностью да наоборот. Когда то есть я сейчас буду рисовать то же самое, только гараж у меня будет ниже по уровню, не доминантой будет гараж, а он будет ниже по уровню, а все-таки дом будет доминантой. То есть схема, в принципе, та же самая, но
сделаны. Ну, кстати, я вообще не привязан на сегодняшний момент к стилю. То есть вот этот вот хай-тек, он мне, по сути, не то, чтобы Я рисую просто схему. Как мы его декорируем, это дело техники. Да. Вот, собственно, у нас гараж там на раз машина, два машина и третья, допустим, у тебя вот это вот будет там раз, два, три. Вот у тебя этот объем. Войти мы можем здесь. Ну, в смысле, парадный вход или вот этот въезд, или вот здесь, но это мы еще решим. То есть лестница, вот, где-то здесь мы берем по ширине, но это 7,2, там плюс 3, 10 метров будет здесь. Вот, даже 7,2 это что такое? Ну, 7,2 Ширина? это когда в осях гараж, чтобы туда машины влезли, нормальные машины, это 7,2 в осях. 7,2 на 7,2. Вот. Можно и 7 метров, там и 6, но это вот так вот. Понимаешь, там это вот надо дворники, вот эти все эти, убирать эти зеркала. То есть где-то вот так вот будет, вот так. И здесь вот по ширине, здесь 3,5, где-то 12 метров. 10 и 12. То есть вот так вот по ширине. И вот сейчас это в масштабе. Вот у нас, по сути дела, мы заняли вот высокая точка. Здесь мы с грунтом поработаем, чтобы уже это вот посадить. Ну, чтобы уже выйти вот тут вот. Вот так. А тут сделать подпорную стенку, чтобы выйти... Но там забор уже стоит у соседа. Ну, у нас тоже стоял. Мы его снесли, сделали подпорную стенку, с соседом договорились. Вот. И лестница наверх, вот так вот, да, тоже на север она идет. Вот. Здесь мы входим, здесь мы занесли продукты, полмарша поднялись. Здесь кухня у нас вот так вот, буквой «П», окно здесь. Вот у нас солнечная сторона. То есть вот это все вот весь день солнце, по сути дела. То есть вот мы освободили участок. Там здесь у нас будет палисадник, вот там розы. Вот, а тут уже начинаются все вот эти вот красоты, детские площадки, а там уже ландшафтная архитектура. Что там дальше еще вы планируете? А не лучше ли нам, с учетом того, что вот это вот место самое высокое на участке, вот эту всю конструкцию передвинуть сюда, чтобы отдалиться от этого дома? Тоже, наверное, хорошо, но вот, в принципе, даже вот ты прав, да, вот если вот действительно вот... Вот в эту часть, потому не, что вот смотри, здесь вот мы берем это вот так вот, да, Да. вот центр участка. И дом сажаем по центру, по сути дела. Ну, вот А если его сдвинуть вообще? Дом ну, я сейчас сбоку я посадить? сдвинул его, вот я сдвинул уже, видишь, вот. Не, ну не по центру, а еще дальше. Вот сюда, на этот угол. Ну, вот эта солнечная сторона у нас. Ну, Да. я бы просто сам объем по центру посадил бы. Вот сам объем дома. Вот это взял бы вот так и вот так. Одинаковое расстояние. Все-таки, чтобы вот это здесь осталось. Здесь будет раз, два, три. Вот, чтобы он здесь был вот все-таки по центру. За последние пару дней я посмотрел много роликов канала Доктор Хаус, и в частности мне понравился проект, который был сделан Олегом и архитектором совместно, ну, который работает в команде с Олегом Софьей. Вот. Этот проект мне чем понравился. Значит, дом там примерно такой же конфигурации, то есть, ну, грубо говоря, квадратный. И гараж отнесен от этого дома отдельно. То есть в доме есть место на навесик на 2 машины, вот, а сам полноценный гараж, он отнесен. В моем случае, я думаю, что мы тоже можем рассмотреть такой вариант. Почему? Потому что все-таки я как вариант склоняюсь, чтобы дом был, ну, если вдруг, я, конечно, понимаю, что решение за вами. Почему я говорю... Мы будем вместе спорить. Почему я говорю за вами? Потому что вот
товарищи, если вы посмотрите, к примеру, ролики на канале, то вот я лично, как потребитель, как не архитектор, вот я для себя понимаю, что вроде бы как решение сначала может казаться нелогичным, но с точки зрения архитектора, который понимает правильно оси расположения, расположение дома, расположение по сторонам света. Вот здесь я бы не стал как-то доминировать в плане «я заказчик, я там говорю, что надо делать, вы делаете». Нет, конечно же. Я считаю, что каждый человек профессионал в своем деле, и архитектор, он уже, ну это как к врачу приходишь, да, и ты говоришь, у меня болит, а врач примерно понимает, да, что болит, почему болит, и что нужно сделать для того, чтобы не болело. Вот здесь я, как вариант, если мы будем рассматривать такой вариант, я предложил бы, скажем, дом делать отдельно, ну я пока здесь нарисую, да, где-то в стороне, дом делать как отдельную конструкцию стоящую, здесь где-то сбоку сделать вот этот вот навесик, или здесь, или вот так его выдвинуть, как угодно. Вот. А все-таки полноценный гараж, с учетом того, что, ну, в идеале мне бы хотелось видеть гараж не на 2, а на 3 машины условно, потому что одна машина, вторая машина, и здесь там всякие квадроциклы, гидроциклы, велосипеды и плюс мастерская. То это получается, ну, довольно такое уже по метражу строение, порядка 10 метров. Где-то 7,2 плюс 3, где-то плюс 3, 10, да. ну, где-то 10-11 на метров. 10, А да. 10-11 метров. Не, ну его можно спокойно оторвать Да. от дома, но оставить какое-то все-таки, чтобы... Ну, конечно, такое можно сообщение, было, да, что чтобы можно было пройти, да. Но Всё-таки. здесь я бы мне его... так кажется, да, Нет, всё-таки. но здесь я считаю, что машины, в принципе, можно и на улице хранить совершенно По спокойно. большому счету гараж нахрен не нужен. Нахрен не нужен, да. Потому что он превращается в кладовку, в кладовую, вот, в кладовую. Постоянно у нас, как правильно, Софья? Ну, в общем, превращается. превращается Да. И здесь... в хламовник. В хламовник. Да. И я бы здесь это... Ну, По-честному, под навесом, потом сделать защиту от этого снега бокового, от дождя. Не, ну это с одной стороны. С нормально, другой да. стороны, с учетом того, что поселок есть на воде, и я, кстати, не просто купил дом в этом поселке, я изначально сделал так, как я считаю, ну, должен сделать каждый человек перед тем, как он определится, что он хочет за город. Я в этом поселке снял дом и прожил там уже 2 года. Вот. Посмотрел на все минусы поселка, ну не поселка, а локации, скажем так, на все плюсы локации, и после этого принял взвешенное решение Это Пестово? переехать, ну, в том районе, рядышком. Вот. Значит, и один из плюсов, как я уже говорил ранее, это наличие большой воды. Наличие большой воды – это плюс в том, ну, во-первых, у меня собака, с которой я охочусь, и которую тренирую на воде. То есть есть специальное устройство, я стреляю, метров на 100 улетает апортировочный предмет, и она с ним возвращается. Таким образом, у нее такой тренинг дневной, ну, пару километров проплывает. Вот. Я сейчас говорю о том, что наличие рядом воды, оно ну, способствует покупке, например, гидроцикла, который тоже нужно где-то хранить. С учетом того, что есть рядом какие-то леса, можно купить квадрик, покататься, да, квадроцикл, его тоже нужно где-то хранить. В семье 2 детей, 2 взрослых, соответственно, 4 велосипеда. Их тоже нужно где-то хранить. Вот для этих целей, конечно, открытый гараж не подходит. Но, тем не менее, сейчас... То есть, ну, тогда мы отрываем этот самый... Возможно, да. Сажаем его в низкую часть, по крайней мере. Туда, к соседу, да, конечно, чтобы как-то это отгородить. А вот это вот где-то вот повыше мы сажаем, отрываем, да. Да, вот это, наверное, было бы в идеале. Ну, окей, вот сейчас... Вот. Да, И сейчас да. я хочу, чтобы вы пригласили архитектора Софью, да, который делал тот самый проект. Вот. И, может быть, в концепции уже того проекта, потому что он мне очень понравился, значит, проект это квадратный, условно говоря, дом, но сделанный, выполненный в стиле модерн. Вот. От стиля модерн я бы отошел, потому что все-таки у нас компания наша Клинкер.ру занимается продажей строительно-отделочных материалов. Это клинкерная плитка, кирпич. Вот. То есть я думаю, что фасад дома должен быть клинкерный. Вот. Но тем не менее сама конфигурация дома... Давай сделаем дом в кирпичном стиле, как это было, этот стиль до... Кстати, тут тоже надо будет вставить. Это фильм, это кирпичная архитектура до модерна. То есть этих домов в Москве, этих, ну, этот дом, который такой вот узкий на бульваре, Крапивинский переулок, по-моему, совершенно потрясающий. То есть вот такой вот праздник жизни сделать из кирпича, если ты не против. То есть это будет, конечно, фантастика.
Вот это было бы тоже интересно. Мы еще делали кирпичные дома, но если там показать все возможности и сделать из этого искусства кирпичный дом, ну, это вот книга Кириченко «Архитектура Москвы 1890-х и 30-х годов». Это будет очень классно. Вот. Давай работать. Друзья, предлагаю Софья, пригласить Софью уже в кадр и продолжить вместе с ней. Итак, дорогие друзья, с нами снова Софья, наша Всем привет. звезда. Вот. Ну, ты все слышала, при тебе все это говорили, и вот, собственно, тебе еще один вызов сделать кирпичную архитектуру. Это безумно интересно. В модерне ты уже работала, в классике сейчас дом в Григорчиково. Вот. Ну, эти дома по 152, это вот ты сделала вот эти все. Шале. Шале там, да. Вот. И сейчас тогда вот я вас уже напрямую свожу. Работайте на карандаш, а у тебя есть свой карандаш. Тебе карандаш, проектируйте. Спасибо. Ну, собственно, вот твоя идея, я думаю, она совершенно правильная. Дом повыше, но вот я все-таки думаю, вот раз-два, и пальцем нельзя. Вот, раз-два напополам, вот так вот, да, место. Дом посадили повыше, оторвали вот все эти гидроциклы, гаражи. Вот. А тут уже вы посмотрите, где этот самый, делать ли навес там рядом. Но это ты уже будешь рисовать сам. Давайте, работайте, я слушаю вас, давайте. Думаю, необходим выезд на участок, чтобы посмотреть видовые точки, проанализировать рельеф соседей, архитектуру, стилистику самого поселка. Ну, говоришь, что там просто там было все. Там и, в общем, ну, выехать, конечно, надо. Безусловно, Но поддерживаю, да, что надо выехать на участок, потому что посмотреть там все-таки идет с учетом вот этого уклона, который по дороге идет. Вот. Нужно определиться и все-таки попробовать поймать вот эту видовую точку, посмотреть примерно, рассчитать, сколько у нас метров вверх будет дом. И, может быть, все-таки я себя тешу мыслью, что со второго этажа будет проглядываться... А если с третьего этажа? Сейчас, подожди-ка, смотри. Софья, это вот наша мечта, которую мы никак не можем с тобой осуществить. Вот все-таки, нет, сделать вот этот самый, вот у нас будет этот дом, да, вот он. А вот это сделать, вот то, что мы делали с тобой для Ума-Турман. То есть вот крыша вот такая, да, и вот это вот будет, это студия хозяина, вот. А вот это вот будет его студия, то есть вот и опять же сделать в эту сторону дом, развернуть вот этим коньком. То есть вот одноэтажный с мансардой. Вот такая вот этот фильм, вот это вот, это вообще будет чума. И тогда, то есть вот раз, два, три. Это вот, собственно, типология нашего поселка. Вот за счет ширины там раз, два, три, это где-то метров. Здесь будет хорошая высота, и вот это вот, он будет одноэтажный с мансардным этажом, но и тут будет два. Кстати, тут надо показать эти дома, которые мы тут сделали в поселке в этом ключе. Как ты думаешь? Ну да, потому что для меня-то это сейчас, как приходишь в бар, а тебе говорят, а хотите мы вам там веселый гусар коктейль сделаем? Он клевый. Не, ну серьезно, с этой точки. Поэтому такую концепцию я еще не С рассматривал. этой точки ты действительно увидишь, это не будет дом-монстр с вот этой с этой с громадной этой крышей, которая будет там, она будет крыша у тебя вот такая. И вот эта верхняя часть, собственно, вот это все деревянные конструкции. Вот это вот. Собственно, это вот такая ферма. Вот она. Так и вот так. То есть он трехэтажный получается, что ли? Одноэтажный, извини, это мансардный этаж. Вот и все. Ну, это как версия. Мы попробуем это. Все-таки, вот, как ты сказала, да, то, что надо видовые точки. Вот видовая точка. Может быть, это действительно вот будет вот совершенно в стилистике этого нашего вот. Может быть, это мы вот так, вот наоборот, развернем его вот так, там, да, здесь вот сделаем вот это вот дом, вот так, да, так, и вот 3 спальни, раз, два, три. Это будет выступающая часть у нас здесь.
Вот, и здесь будет вот так. Будет классно. Дом с этим коньком. Мы Тимура Каримова переплюнем. Все сделаем дом еще круче, чем у него. Вот. И вот это вот будет твоя студия, и ты будешь смотреть на воду. А это вот входная группа. Но там воды-то, кстати, почти не видно. Там перелесок еще какой-то перед водой. В общем, С этого ты отсюда увидишь. А, вот да? Все. Да, конечно, вот это будет круто. Вот это вот все. Но, с другой стороны, у нас же участок развивается в этом направлении. Ну, здесь вот у нас будет вот это, да. Там такая же ответная часть будет с этим самым, с летней посадкой. Вот. А вот это вот воду, на воду, ты посмотришь, да? Ну, да. Или вот так ты сделаешь его. Ну, поэтому по силуэту будет чума, конечно. А это вот будет там этот дом рыбака, там дом этого самого. Тут тоже какая-то интересная можно сделать. Не знаю, там обслуга будет или нет. Или Не, никакой обслуги. Бедная жена. Ну ладно. Или ты с собакой будете ходить убирать все это. Собака будет, да. Ходить. Вот это вот какая-то такая вот фишка будет очень классная. Андрей, подскажите, пожалуйста, какие еще строения планируются на участке? Как вы хотите, как вы видите свою жизнь, что вы хотите еще? Если разделять строение, я бы видел дом, отдельно гараж и, ну, вот он участок наш, да, вернемся к нему. Вот, я бы, конечно, видел дом, отдельно, наверное, гараж, если мы его будем делать, да. Ну, по сути, он нужен, конечно, я понимаю, но вот сейчас мы обсуждаем, что он, возможно, не нужен совмещенный с домом. И вот здесь я почему пока вот эти деревья не трогал, вот, потому что я думаю, что как вариант можно было бы рассмотреть часть их убрать из какого-нибудь квадратика и сделать баньку, чтобы она была отдельная. Но с другой стороны, опять же, возвращаясь вот к вашему проекту «Дом в стиле модерн», да, где вот эта дама сделала себе сауну прямо в доме. Как вариант я бы тоже рассмотрел, потому что это явно удешевляет проект. Ну, все-таки баня, она баня, да. Баня, она сейчас опять, можно до бесконечности, она баня потянет какое-нибудь тусовочное место, потому что пришла какая-то компания. Ну, то есть это отдельная история, участок позволяет ее сделать, и не одну. Вот, но я все-таки сейчас хотел бы акцент сделать на доме, и с учетом того, что задача нашего канала на ближайшее время, по крайней мере, показать пошаговую постройку дома, я бы сейчас не хотел распыляться, потому что мы не будем одновременно строить дома, гаражи, бани, еще там что-то, а сконцентрируемся на доме. Но вот. будем иметь в виду, что Ну, где-то конечно. или мы делаем баню, русскую баню. Если сауна, и, конечно, мы бы делали ее в доме. Да, Сауна это для здоровья. вот я думаю, что сауну можно Сауна это для здоровья. Да. Вот просто прогрелся, проснулся утром, уже здоровый. Вот я думаю, абсолютно нормальная, здоровая идея предусмотреть в доме сауну, как вот эту вот дама, для которой вы рисовали, сделала. Потому что это, на мой взгляд, тоже хорошо. Она много места не занимает, но польза от нее есть. И вечером я бы... Так же, как вот к камину я хорошо отношусь. Вот в доме считаю, что должен быть. Да, собака. Дочка очень любит. У меня двое детей, старшие 5 лет, а младшие 1,5 годика. Девочки? Девочки, две девчонки, да. Вот. Поэтому, конечно, когда здесь нарисовали одной какую-то большую спальню, а другой на север маленькую, я думаю, ну что это такое? Дисбаланс. Расстроится. Вот. Поэтому старшая, по крайней мере, любит тоже со мной посидеть рядом с этим камином. Очень, особенно зимой, класс. Прям подкинул дровишек и часик в такой спокойной обстановке провел. Поэтому камин нужен и сауна тоже желательно. Если мы делаем отдельную какую-то, вот там вы сделали летняя кухня, да, у вас была со стороны сада, ну, вынос, да, где стол стоит. Вот, возможно, если мы пока не говорим о каких-то больших строениях, барбекюшниц вот этих вот связанных там с банями и прочее, возможно, и туда тоже вывести какую-то трубу
для того, чтобы там можно было, ну, условно говоря, Ну, летнюю посадку делаем ее все-таки к дому, так? к дому, да, Да. и чтобы там была возможность Да. что-то пожарить. Прямо вот здесь на кухне взял продукты, вышел в дверь в сад и тут же что-то приготовил на огне, потому что на огне мы тоже любим, ну, вот я люблю Ну, прекрасно, готовить. да. Но На огне опять же, наша идеология, мы стараемся, чтобы это все было такой дом-шаттл, компактно, да. компактный. Да, 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 там да, да. это. Вот, да, я тоже за это. А вот эти ходьба в баню, это сделал баню, и там идешь, там, и там снег, да ну нафиг. Совершенно верно. Совершенно Вот, и верно. стоишь там до весны ждешь, пока там все это растает. Да. По этой же, кстати, причине, вот, друзья, еще раз отмечу, что посмотрите канал и как можно больше серий. Если вам нужна проектировка, то Доктор Хаус канал отличный в этом плане. Почему? Потому что, допустим, вчера вот еще одну посмотрел, среди выпусков был один, где вы рассказывали про деревенские дома. И приводили в пример, что это классика, да, что дом стоит около дороги, тут же рядом вход, тут же рядом, значит, ну, в общем, все компактно. Ну, все давно уже придумано. Да. Просто надо этим уметь пользоваться, Да. дорогие друзья. И понимаете? в зимнее время, я могу сказать, человек, который пожил уже 2 года на земле, вот это очень нужно, потому что действительно, когда выпало, вот как, допустим, со вчерашнего дня до сегодняшнего выпало порядка 10 сантиметров осадка. Вот когда ты выходишь, и тебе перед работой нужно что-то раскидать, очень важно раскидывать 10 метров или там 110, если дом стоит, скажем, в конце участка, а тебе еще нужно как-то выйти. Вот, поэтому, конечно, задача... Есть куда тратить силы, но не на уборку снега. Вот. Да. Хорошо, там у тебя обслуга есть, но это тоже безумие на вот это все Не, хозяйство. у меня нету. Ну вот, тем более, это все придется делать твоим девочкам или жените. Они тебя сожрут просто. Или все придется делать самому. Да. Вот. Спорт хорошо, но не по 50 метров в день. Но не рано утром. С лопатой, да. Ладно, тогда, значит, ну вот как бы первые сейчас уже можно рисовать, и сейчас мы будем друг другу высылать, снимать, и вот уже, я думаю, будут чертеж какой-то, и мы уже снова встретимся, Да. обсудим. Но я думаю, сегодня очень плодотворно мы встречу провели, потому что, ну, хотя бы какие-то общие моменты проговорили, желания. Вот сейчас следующим этапом действительно мы выйдем тогда с вами на участок, посмотрим, что там, да, и к следующей встрече у нас уже будет какое-то понимание полное, что мы где сажаем и продолжаем, да? Значит, в принципе, сейчас что? Вот это сейчас начинается весеннее обострение. Вот. Сейчас вот заказчики пойдут. Значит, еще не потеряно время. В принципе, вот очень важно встретиться. При вас мы нарисуем схему дома. Дальше, в принципе, через неделю уже будет что обсудить уже чертежи. Снова порисуем. Ну, где-то вот самое максимум 2-3 недели, месяц максимум, это уходит на эскизный проект. 100% согласованный. А дальше уже мы можем уже с листа строить фундаменты. Это вот уже в мае, середина апреля можно уже, в принципе, если через неделю вы согласуете эскизный проект, уже через середине апреля можно выходить на стройку. Угу. Отлично, как раз. Просто здесь вот эта встреча такая совместная, она очень сильно ускоряет. Вот мы поняли заказчика, мы семья Андрея, это 2 замечательные дочки, жена. И родители. Вот еще и родители, 2 спали на 1-м этаже. Да. Вот офигенный участок, прекрасный, потрясающая собака, вот вода большая. Вот тут вот дом для счастья. Подвал будем делать? Думаю, нет. То есть мы верим в прекрасное светлое будущее. Не, я почему не хочу делать подвал? Спросил у соседей, они говорят, что грунтовые воды достаточно Ну, грунтовая вода близко. нас не напрягает никогда. Это мы хоть в болоте делали, просто сейчас это вот такой вот... То есть я хотел сказать, что ты веришь в то, что подвалы нам не понадобятся, и бомбоубежище. Вся эта херня закончится. Очень хотел верить, да. Вот, и всем мира, всем добра, и я надеюсь, что все будут... Этот кошмар закончится, и, конечно, И все будет хорошо. все будет хорошо.
Друзья, подписывайтесь на канал Клинкер.рус, подписывайтесь на канал Доктор Хаус, ставьте лайки, не забудьте активировать функцию колокольчика, чтобы не пропустить наши следующие интересные видео. Олег, спасибо огромное. До следующей Все, встречи. работаем. Работаем. Все. Пока-пока. Архитектор должен вжиться в роль заказчика. В других фирмах ты можешь всю жизнь чертить лестницы. Так что перед сном вот это очень хорошо, или наоборот с утра. Огород сейчас вообще тема актуальная, вот, поэтому, конечно, он планируется. Или объем информации пока позволяет вам переместиться за стол и начать что-то делать. Клинкер.рус. Красота, качество, клинкер.